Вечная проблема человечества. Вечная проблема человечества. Нет, такие вещи делают люди, которые не ходят в лес. Вот это обрамление дупляное, дупляное обрамление, чтобы залезло. Посмотри-ка. Павел, вы невнимательны. Внимательно посмотрите на палку. Ну вижу. Я на шишку посадил. Привет, друзья. С нами Штоп сегодня. Что у нас сегодня? Эндуро. Ну, в общем, сегодня едем с Павлом. Мы не знаем, куда даже это поедем, но что-то получится. Он берет с собой большую палку. И с этой палкой мы попробуем что-то новое поснимать. Куда едем-то? Неизвестно, да? В сторону? Не, ну Нажимаешь, поворачиваешь? да, наворачиваешь, вон, видишь, как на кочках. Не, ну классная вещь, вообще супер. Да. И особенно если, я говорю, в тряске такой реальной, вот в машине. Ну что, друзья, Павел убегает от меня, как всегда. Мы тут нашли, посмотрите, какое место. Оцените. Снимаешь туда? Да, оцените. Вот это. Конечно, это вообще, Вот это это. просто офигеть. По-другому не скажешь. Но у нас сегодня, видите, стабилизатор новый, так что... Куда не видно? Вот отсюда не видно. Слушай, ну все, дальше не надо уже. Я уже отсюда вижу. Что-то, говоришь, допиливает. Павел говорит, что она что-то допиливает. Допиливает факт. Ну да, действительно. Ну здесь... Она создает такое, ну, знаешь, это как апокалипсис, знаешь, после апокалипсиса. Так, а палку взяли. Мы здесь не пройдем, да? Мы не пройдем. Это как этот говорил, да? Ты не пройдешь. Еще много сырости в лесу. Ну здесь, видишь, уже топчанчики кто-то себе приготовил. Вон. Спрашивает Павел, сколько лет этим шпалам. Ну, судя по тому, что они деревянные, я думаю, что это может быть сколько угодно, но явно не 80-е. Это может быть и сразу после войны. Смотря сколько времени прошло. Не тяжело ли вам нести эндурой? Кто? Шпалы. Шпалы? Смотри, как. Хорошее место ты нашел, да. Ну вот, мы с вами около места, где Павел уже поснимал. Что-то интересное, да, что-то нашел. Ну, я, наверное, что-то найду интересное для вас. А здесь вам нравится? Видите, у меня сегодня помощник есть. Есть помощник, который мне помогает. И он мне может показать что-то интересное, да. Вот. Это, конечно, хорошо, когда такие помощники есть, роботы. Они, конечно, нам помогают во многом. Если мы спустимся вниз, посмотрим, здесь водичка. Я вам покажу сейчас, в какое место мы прибыли. Вот Павел тут тоже кричит, жалуется на рюкзаки, что в этот рюкзак ничего не влазит. Ну, вы понимаете, если бы он изначально познакомился раньше со мной,
обязательно поможем. Так что, друзья, если кому хочется действительно не беспокоиться о том, что у вас там что-то не влазит или что-то неудобно. Ох, какой здесь запах. Ух ты. И место есть, куда поставить штатив, да? В лесу надо понимать, что когда идет такой большой контраст, а мы сейчас с вами находимся как раз, когда контраст уже увеличивается, мы выехали поздно сегодня, правильно? Просто елка. Посмотрите, какие елки здесь. Они просто гигантские. Вы уже поняли, друзья, сегодня фотограф у нас кто? Павел Март. А видеограф у нас сегодня Фавионыч. Он только успевает. Успевает только щелкать. Щелкаешь? Щелкаю. Палку не взял? Я обещал нашим слушателям, что ты палку большую возьмешь. Большую палку. Палку не Ты взял. вырежешь, я надеюсь. Это. Нет, не буду вырезать. Народ должен знать, как снимать пейзаж. Сегодня большой динамический диапазон, Никому поэтому... не скажу. Не скажешь? Секрет, Никому. что ли, опять? Опять секрет. Но мы подкрадемся внезапно. Подсмотрим. Это что такое там механическое работало? Надо Друзья, мы папоротник видели? Некоторые его используют в качестве продуктов. Я тоже очень люблю. Но вот сейчас он распускается. Смотрите, какой он. Какой он здесь. Здесь его очень много. Он начинает раскрываться. Его, кстати, сырым едят. Если вы не в курсе. Сейчас в лесу очень красиво, все цветет. Все просто великолепно. У меня сегодня вот такой эксперимент с моим эндуро. Я сегодня перепробовал всякие разные способы крепления, но тем не менее я вот так вот сделал. Все это на железке, но на всякий случай резинкой затянуто. Для чего? А мы сейчас с вами будем интерактивно. Было не скучно, я, друзья, вас посажу на шишку. Я на шишку посадил. Нет, я не буду вырезать. Павел предлагает на шишку вырезать. Ну, на шишку я положил камеру. Чего, нельзя, что ли? Я Шишкинский лес снимаю. Чего, на шишке? Ну что, понравилось вам? Шишки. Вот и шишки, которые помогли сделать это видео.
Весь лес в цветах. Пока у меня заряжается аккумулятор для того, чтобы я вам еще какие-то прогоны, биролы сделал, я вам покажу этот лес. Лес практически весь из елок. Ну и елки, и сосны. Что-то поснимал, нет? Расскажи хоть, что сделал. Снимал заболоченности, кстати, сейчас все-таки лес еще весенний, лета нету. И вот эти все заболоченности прям очень хорошо. И передает настроение, свет, да, именно весеннее. И очень яркий свет зеленый. Светотени здесь Да. шикарный. Лес, на то и лес, что днем снимаешь, закатного неба не надо. И так, игра света. Такая техника какую? Ты же технику еще использовал? Ничего. Нет, я имею в виду технику съемки. Ну, кое-где брекетинг, но это... Да? это не На всякий принципиально. случай? На всякий случай, просто да. Чтобы набрать энергии перед съемкой здесь. Ну, вполне. Можно. А ты видел, какие здесь сосны? Да. Вот там две особенно. Да, да. Тут Павел возмущается по поводу рюкзаков, которые ничего не влазит. Ну так и есть, да. Рюкзак вроде есть, как бы, а вроде его и нет. Это вечная проблема человечества. Такие вещи делают люди, которые не ходят в лес. Да, так Они это делают Зато- люди, которые не фотографы, которые... Вот. Они делают рюкзаки просто, чтобы было. То есть всю дорогу какие-то гробы, чемоданы с лямками делают, и куда, и что с ними. Они не анатомические, сейчас такие технологии. Анатомическую свинку можно сделать, лямочки, все. Нет. Лепят эти чемоданы. Нет, я не согласен. Ну мы это исправим. Мы это исправим. Мы Да. напишем в бюро путешествий и экскурсий. Бюро Мы путешествий. будем жаловаться. Ну а для Тогда- тех, кто плохо будет вести себя, посадим на шишку. На шишку, точно. Слушай, а где? Посмотри. Павел, вы невнимательны. Внимательно посмотрите на палку. Ну, вижу. Видишь? Муляжи. Вот. Вот палка. Называется эндуро. Лучшая палка для леса. Можно медведей гонять. Вон. Как она закручена. Интересно. Ты про что? А вот дерево. А, про... Интересненько, да. Ну, рябина, да, красивая, да. Полянку мы нашли. Посмотрите в ту сторону. О, это мой арт. О, Здесь очень много интересных мест. Павел ходил куда-то, не знаю, пришел, принес что-нибудь. А мы вышли, оно ведет все равно туда. Куда? Давай вглубь. В обратную сторону? Все, что есть под рукой. И у нас сегодня, видите, такой новый помощник. Переключить. Вот так переключить можно на руку. И он будет потом на эту руку вести. Иногда работает, иногда нет. Ну, день такой сегодня. Вдохнули елок, вдохнули сосен. И, собственно говоря, все стало сразу же по-другому. Ну, в общем, друзья, полазили мы. Все, я убрал свою видеографию. И теперь надо немножко все-таки заняться фотографией. Нашел арт-объект. Настоящий. Потому что, ну, зачем мы сюда приехали? Конечно, пофотографировать. Здесь действительно классный лес. Павелу тоже понравился. Я думаю, что сейчас самое время в такие леса идти. Потому что здесь и цветы, здесь ни пакетов, ни бутылок, ничего нет пока еще. О, водная гладь. Да вот, слушай, не знаю. Коряга не понимаю. Лишнего много, да? Это не английский лес, да? Цивильный. Это не английский. Это не Вудланд. Это не... Вудланд надо в Лахту возвращаться, да? Да ну, ты что? Называется как? Пейзажный порно? Или... Завел, да, все-таки? Ну, действительно, место интересное. Изгиб такой интересный. Вот здесь, видите, передние ветки мешают. Вот они. Вот здесь их видно. Вот. Поэтому тут получается единственное место, это вот между этими деревьями. Я в этот свой... Попал? Да. Ё-моё, опять все сломали. Все испортили всю кадру.
Сейчас сделаем, переделаем. Вот, друзья, смотрите, видите, между двумя деревьями, насколько узкий ракурс. Ты на широкий, да? Да. Я-то портрет. Ну, согласитесь, интересное место, да? И отражение есть. Ну, вот видите, Эндуро я разложил посильнее, чтобы вот такую жесткость придать на пне. И буду сейчас делать вертикальный кадр с нижней точки. И посмотрим, что из этого выйдет. Неплохо. С моха видно неплохо. С такого не будет расстояния. Кому надо посмотреть поближе, вот, пожалуйста, показания. Все видно. Вот так. Тоже видно. Да? Сделать. Потому что здесь просто это тоже классика красиво. Ты опять меня заводишь. Ну, я тебе просто выставил кадр, показал. А у тебя не лезет кусок дупла? Нет. У меня же этот. Я просто, видишь, хочу найти вообще, вот навести на это перекрестие. Вот на это. Сюда. Мне кажется, твоим, вот если широким углом рядом поставить, близко, и вот это вот геометр распахнуть, он тебя и позвал. Только тебе надо близко поставить. Тебе надо поставить, чтобы, грубо говоря, ты понял, да? Чтобы ты максимально широким углом развернул и дупло, и вот эту штуку. Вообще в идеале вообще сюда поставить, чтобы вот это вот в кадр ушло. Мне просто это никак не сделать, а вот у Павла есть такой инструмент, широкий угол. Да у меня, кстати, не такой уж он А широкий. сколько, кстати, он? 28. 28 это не очень. Это не очень широко. Это не 9, конечно. Ну, здесь надо, да, 25 надо. Нет, 18, наверное, скорее всего. Но тебе, знаешь, надо сделать так, чтобы в диагонали вот ушли вот эти деревья в диагональ. Можно так сделать? Вот я ловил. Да. Нет, ставь сюда, вот сюда ставь. Смотри. Давай я поставлю. Ну, блин, а мне что-то нравится. Еще ближе. Что-то есть. Да я тебе говорю, вот. Нужно так, чтобы ушло дерево. Пускай кусок дупла надо захватить. Ничего. Нет, дупло должно и дерево должно зайти. Во. Единственное, что вот эта часть дерева, она тебе не нужна. Вот это, да? Да, поэтому тебе Ну, надо нет, ее либо больше ближе надо. ставь к дуплу. Вот. Так. Темно. Не, вот так мне нравится. Супер. О. Ну, дупло надо полностью, чтобы зашло. Отодвигай. Дупло надо, чтобы полностью зашло. Я думаю, зритель... Мы сегодня под дуплом специализируемся, по палкам, по шишкам. Во, да. Да. Ну, чтобы вот это обрамление дуплиное обрамление, чтобы залезло. В общем, задачи сегодня не простые мы себе ставим. Но вот видите, для широкого угла здесь тоже есть о чем поговорить. В этом что-то есть, очевидно, да? Вот, смотри, все в этих шпалах старых. Тоже арта здесь. Уже что-то нашел. Жара какая, да? Да, слушай, ну best. Я думаю, что там точка еще лучше, если там до залива, смотри, как далеко. Я думаю, ближе намного. Контровой? Без бленды? Да, бленду вообще дома оставил. Ну, посмотрите, какое интересное. Может быть, если закрыться, можно даже облака поймать. Надо доставать штатив, друзья мои. Ну вот, смотрите, нашли отсыпь такую. Здесь есть вот даль такая камышовая, большое болото. Мы туда сегодня все равно не попадем. Но вот даже при таких условиях, видите, такие сильные облака. И эти облака, они... я полностью закрылся, не знаю, я даже в дисплей свой не смогу увидеть. Мне сейчас не видно вообще, что там получилось, что-то или нет. У Паши то же самое. То есть видоискатель не спасет, потому что нужно результат видеть. Поэтому вот как-то мы на свой страх и риск все это делаем, ищем точки разные. Такой жесткий контровой свет, причем полярик здесь не работает. Павел забыл бленду, но что-то получится, надеюсь. Краткие итоги ваши. Краткие итоги. Место найдено.
Да, локация интересная. да. Интересная локация, во-первых. Вернемся. Во-вторых, есть еще место, куда мы хотели бы попасть. Которое еще с зимы хотели попасть, но не удалось. Но зато мы теперь нашли Осенью хорошо. осенью замечательно. Да я думаю, что в принципе и зимой. Дорога, она осенью раскроется. Да, да, да. Ну, Она сама по себе такая желтая, плюс листва будет желтая. ну и модерна здесь навалом, видите, здесь шпалы, рельсы, шпалы. Поезд запоздало, вот Да. нифига. Ну, бывает, может и быть. Мы как два вагончика с рюкзаками, да? Ну да. Да, на ходу тоже можно снимать. Правда, у меня сегодня микрофончик немножко мешает, но я вот так беру. В общем, друзья, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее наше путешествие с Павлом Мартом. Это сегодня, можно сказать, летнее открытие, да? Практически. Хоть сейчас и май месяц, но видите, очень тепло. Говорят, кстати, будет опять холодать. Ну, не знаю, мы посмотрим. В общем, место действительно интересное. Это Лисенос, окрестности. Я здесь уже снимал множество видео, но в этот раз у нас сегодня, видите, такой полноценный пейзаж и полноценный, я бы сказал, арт лесной. Поэтому я думаю, что удалось все. Друзья, помните, что мы там ели с Павлом? Калину, да? Калину. А сегодня у нас что? Ель. Ель сегодня у нас. Ну, блин, такая сладкая, вообще не поверите, друзья. Слащайшая. Для зубов, для всего. В лесу есть все, чтобы выжить. Да. И даже жить. Вон, малина растет. Пожалуйста, вот скоро будет. Скоро будет. Подождем немножко. Подождем? Да. Пойдем. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Ждем от вас подписок на канал, новых комментариев о нашем сегодняшнем походе с Павлом Мартом. Как будто едешь сам. Не разгоняйся, по-моему, здесь. Мне кажется, да. Право. Ух ты, железку, что ли, переезжать будет? Смотри, поезда нет. А ты поверил? Уставшие, но довольные с вами Фавионыч и Павел Март. До новых встреч, друзья. Пока. Стоп, останавливайся. Так. Как тут поезд будет ездить? Ну, не знаю, а вдруг? Рельсов нет, а может поехать. Ты смотрел этот, как его, «Назад в будущее»? Видел, как там поезд едет? Без рельсов едет.